Изолента Лайф. Добрый вечер, дорогие товарищи. Здравствуйте. В эфире вечерняя «Изолента Лайф», 19:00 по Москве, ну и по Питеру тоже. Мы сегодня ведем с Аней Старковой, как вы просили, по вашим многочисленным просьбам. Анна наша звезда. Я сегодня буду практически весь вечер молчать, потом придет Ольга Батаманна, и я буду опять молчать. Вот. И с нами сегодня Сергей Феоктистов, прямо непосредственно из логова, и я бы сказал, недружественных нам сил из Германии. Сергей. Да, здравствуйте еще раз. Ну, логово не логово, но у нас много сейчас недружественных стран. Их, по-моему, даже больше, чем дружественных, к сожалению. Вот, поэтому Германия, конечно, относится к списку недружеских, как и весь Евросоюз, насколько я знаю. Это да, это да. Так, Аня что-то замолчала от радости. Я не замолчала, я просто засмотрелась. На Сергея. Давно не видела Сергея, да, соскучилась, вот решила посмотреть на него. Я думаю, скоро увидимся, да. Много всего обсудить с тобой хочется. Очень мне нравится заявление ваших властей немецких, да, но мы уже обсуждали с Трофимом как раз там позавчера по поводу вашего министра сельского хозяйства, который говорит, что вы в 15 градусов проживете. Так проживете вы в 15 градусов, Сереж, или нет? Ну как, я думаю, физически, конечно, проживут, они так проживали. Вопрос совершенно просто в другом. Да. Сейчас подобная риторика уместна, да, потому что в Берлине на прошлой неделе было 19 градусов. Сейчас там, я не знаю, сколько там, мне сложно сказать, но, в общем, какие-нибудь там 13-14, да, поэтому, в принципе, прожить можно. Вопрос ради чего, который никто не задает. Вопрос с газом сейчас встает, да, и газ это в первую очередь даже не отопление, а промышленность. Вопрос, что там люди проживут в 15, промышленность, там многие заводы останавливаются. И в Италии, в частности, оказалось, многие заводы в Италии переработают на газу. И когда газ становится по таким ценам, уже производство становится нерентабельным. Там, люди уходят на временный простой. Мы видели, что там Макрону там высказал какой-то товарищ, да, о том, что теперь машина дорого, отопление дорого. Он считал, что у него приличная зарплата, а оказывается, что теперь надо сводить концы с концами. Не, подобные, конечно, голоса есть, и их довольно много, и, наверное, их будет еще больше. Единственное, я бы не обольщался, что там Европа прям так застонет и отринет свои принципы. Они сейчас разогнались, они единым фронтом выступают, они говорят, что чтобы остановить российскую агрессию, им придется страдать, и тут все должны быть солидарны. И многие это поддерживают пока, точку зрения. То есть там, думать, что немцы там, или другие европейцы там все продают за дешевый газ, я бы так не прощал. Вопрос, что будет там с промышленностью, какой будет спад, как на экономике отразится там несколько миллионов беженцев, которые сейчас уже, по-моему, уже сейчас они превысили 3 миллиона в различных европейских странах, а конца пока нет. А сколько выплат у вас беженцам там в Германии, у них? Ну, тут сложно на круг считать, да, потому что тут все на все завязано. Во-первых, есть выплаты на детей, да, на детей, но если у них такие же выплаты, как у меня, это там 220 евро на ребенка, может быть, у них выше. Второе, это то, что им обеспечивают жилье. Жилье, по-моему, выделяется, по-моему, в районе 600 или 700 евро, мне кажется. Вот. Соответственно, если семья большая, то там, наверное, уже другая квартира, другие расценки. Плюс медицинская страховка, да, полная, которую выделяют всем беженцам, которую посчитать довольно сложно. Если учесть, что до этого даже из Украины и других стран был так называемый медицинский туризм, когда люди приезжали, говорили, я беженец. Как только ты заявляешься о том, что ты беженец, твое дело идет на рассмотрение. Оно может рассматриваться год, два, три. На это время ты получаешь право на работу, страховку. Ну, там есть какой-то мораторий на тему, что беженец не может, по-моему, работать первые 2 или 3 месяца. Вот. Но тут уже, как говорится, это мелочи. Вот. И некоторые просто приезжали именно лечиться, потом через год их или там полтора дело закрывали и говорили, нет, вы, по нашему мнению, вы не имеете оснований быть признанным беженцем. Они говорили, ну, нет, так нет. И уезжали. После этого у тебя не закрывается въезд в Европу. Ну, как говорится, не получилось, так не получилось. Вот. Соответственно, сейчас и люди некоторые тоже
Там в основном же сейчас вся миграция, в отличие от арабской, там афганской, сирийской и прочей, сейчас 90% это женщины, дети и старики, да. То есть из Украины выпускают тех, кто старше 60, либо тех, мужчин, я имею в виду, либо тех, кто младше, но при наличии 3 и более детей. То есть в основном весь поток современных беженцев это действительно беженцы, это женщины, дети. А там уже посмотрим, сколько их будет, многие ли захотят остаться. Пока все непредсказуемо. Потому что часть основная сейчас пока в Польше. Польша уже говорит, что надо как-то с этим разбираться. В Германии, по-моему, официально сейчас 380 тысяч, по-моему. Вот. Но периодически они еще едут к знакомым, родственникам, чтобы было на кого опереться и в Европе, и наши коллеги в Испании мне сказали, что у них там уже тоже довольно много беженцев, хотя от Польши там, до Испании довольно долгое занятие. Да. Вот, поэтому тут целый клубок проблем возникает. Плюс еще, опять же, беженцы приезжают, им дают разрешение на работу, начнется демпинг на там, рабочие силы. Плюс наверняка начнут возникать конфликты между гражданами Украины, которые здесь давно, и те, кто приехали, которые там завоевывали себе место под солнцем, а сейчас все на блюдце. Такие разговоры там в группах русских Вот ведут. я как раз, да, хотела спросить про потому что тот ролик, который мы сейчас выводили, наши телезрители. Ну, телезрители, а кто же они? Телезрители. Да. Наши зрители видели, это как раз, это ролик RT, они сняли сюжет о том, что в Германии на фоне антироссийских санкций люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством, да, и считают, что будет очень тяжело, особенно экономически, потому что люди будут терять работу. Потому что, да, там годовая инфляция в Германии в марте достигла исторического вообще рекорда, 7,3%. Ну, то есть, нет, инфляция есть, цены растут, и я это уже там, когда у вас выступал и приводил примеры, что, допустим, я говорю, когда приехал сюда 4 года назад, поход в магазин, с тележкой, да, вот мы по такому принципу закупаемся, там, мне обходился, там, по-моему, 120, 110-120 евро. Соответственно, последний мой поход обошелся, по-моему, 190, если я не ошибаюсь. Вот. И причем при том, что, как все семейные люди понимают, это примерно одинаковый набор продуктов. Ну да. Ничего там такого, что вдруг я там, я не знаю, взял банк черной икры, ничего такого я не брал. Была обычная средняя такая какая-то закупка. Вот так. По поводу того, что там еще может быть, начинаются конфликты на тему жилья, например, потому что в Берлине жилье найти очень сложно. И немцам, и его мало, и дорогое, как они считают. Они вроде строят капитализм, и на мои замечания, что все стоит столько, сколько стоит, да, есть спрос, предложение. Но они как-то по помесь такого социализма с капитализмом, что зарабатывать мы хотим много, а за жилье платить мало. И были конфликты, и сейчас беженцы требуют жилье. Беженцы требуют места в детских садах. А детских садов, вот я по своему опыту, я не знаю, надо войти в садов 20, там, унижаться, умолять, ходить туда через день, и тогда, может быть, ты получишь место, потому что детских садов тоже не хватает. И вот эти бытовые конфликты, конечно, начнутся. Я не могу сказать, что там и люди реально, многие там приезжают, действительно, спасаясь от войны, вот мы там отчасти тоже там помогаем беженцам. Мы помогаем знакомым украинцам, которые там приехали, которых мы знали до этого, они просто приезжали, уезжали, а сейчас там приехали с детьми. Мы им там отчасти помогаем, потому что там наши знакомые, это женщины с детьми, там, да, и есть там группа, куда мы тоже хотим поучаствовать, приехали дети, там у них нет летней обуви, тут 20 градусов, 18, да, они приехали там в зимних ботинках. Вот, соответственно, мы хотим им там, не знаю, пойти, понятно, что не в Дольче Габбана, но каких-то там, я не знаю, 10-20 кроссовок им там купить. Вот. Поэтому это такая, мы уже говорили, что это конфликт там между Россией и Украиной, конечно, он там мощно прошелся и по всем русским, у которых есть и знакомые, и друзья, и родственники. Вот, наверное, я один из немногих, у кого нет родственников на Украине. У меня есть друг, например, у него жена из Одессы. И так далее. Там, у меня есть другой друг, у него тетя из Харькова, и сам он там из Белгорода, но неважно, он там живет в Москве, и, конечно, мы там со всех сторон это все слушая, мы все хотим, чтобы вооруженная фаза наконец-то завершилась.
А дальше уже будем смотреть, что там будет. Да, я что-то задумался, а сколько я на корзину трачу, я же тоже по магазин-то хожу, собственно говоря, в гипермаркет. 8-9 тысяч рублей, ну вот как было, в общем, ничего не поменялось. Это, ну, если я без алкоголя, да, если с алкоголем, конечно, побольше. Потому что там уже это зависит от того, сколько алкоголя ты берешь. Не, моя корзина была без алкоголя, чтобы без алкоголя, я употребляю. Вот, это обычный поход, то есть, в магазин. Условные 100 евро до подорожания мне обходилась корзина на, там, сколько это, на 4 дня, условно, ну вот так. Ну вот. Потому что я 2 раза в неделю езжу в магазин. Ну, в общем, все дорожает, машины дорожают, бензин дорожает. Бензин сейчас 2,20 там, что-то типа того. То есть 250 рублей, условно говоря, на наши деньги. Ну, зависит от курса. Я вот, честно говоря, в России курс-то он есть, но поскольку ты не можешь реально купить валюту, поэтому этот курс, ну, какой-то такой индикатор, скорее, чем реальный курс. Вот, но тем не менее, и многие, вот у меня есть знакомая барышня, она студентка, вот она ездит там из Ганновера в свой вуз учиться на маленькой машине. И сейчас для нее реально большая проблема, потому что тех там карманных ее подрабатываемых денег, собственно, не очень хватает на бензин. Потому что вот я заправил Гольф просто, чтобы Гольф 43 литра, по-моему, что-то такое, 98 евро. Вот. Поэтому, да, ну, за бак, да, вот он был практически пустой, там, я не помню, сколько там бак, 45, что ли. В общем, короче, 43 евро, по-моему, 43 литра, 98 евро. Если раньше это было там 57, ну, если был сейчас 2,20, да, он где-то в декабре позапрошлого года, то есть 1,5 года назад, он был евро. Вот. Потом они ввели какой-то налог на экологию, который, конечно, никто не хочет сейчас ничего отменять, и он подорожал до 1,20 примерно. Вот. Потом он долгое время что-то там болтался, потом буквально месяц назад он был 1,55, и потом вдруг 2, и потом уже 2,20, ну сейчас он типа 2,10 может быть, он сегодня проезжал, не заправлял. Ну в общем, да. Получается, у тебя бак бензина. Маленький дизель. Бак, я скажу. У меня всегда дизель. У меня всегда были машины, там были нормальные баки, там 65 литров, там, не 100, как на Каене. 100 нет, на Каене, там, на крузаках. У меня были машины, там были баки 65 литров. Сейчас, значит, это европейское желание сэкономить на всем, значит, при производстве машины. Под эгидой экологии они, значит, стали ставить вот эти комичные баки. Если учесть, что бак, там, например, на Гольфе, он дизельный, его хватает, ладно, на там, 600 километров, там, 700, если не гнать. А если гнать, то не хватает. Это еще как-то. Но, например, вижу профессионала, вижу. Когда я был Мерседес, я помню, у нас в семье с баком 45 и с бензином, да, вот мы ездили практически в Москве вокруг заправки. Там и пробки, и бак 45 литров. Причем он в их спецификации, что меня возмущало, назывался обычный. Как это получилось? Обычный. А можно было заказать повышенной емкости? И я думаю, ну, повышенной, это, наверное, 100, ну, куда мне что? И потом, когда мы забирали машину, я говорю, подождите, что значит 45? Говорит, это обычный бак. Я говорю, обычный 60. Всю жизнь был везде. Нет, вот это шух-шух-шух. Экология. Экология, да, чтобы не гоняли. Нет, там целую уже можно подвести подо всю теорию. Чтобы ты не гонял, чтобы ты вот ездил медленно. Сейчас они хотят на автобанах, там тоже опять дискуссия развернулась. Они заходят и справа, и слева, и так, чтобы понизить вот эти автобаны, которые нет ограничения скорости. Они стали, значит, сначала зайти там через аварийность, а что-то нет. Вот, аварийности нет. Не выше, чем в соседних странах. Вот потом они долго думали, чтобы сделать, и оказывается, экология, чтобы. А сейчас еще раз это, значит, мало того, что это выхлоп большой, если ты едешь там 200, там, сколько-то. Вот, так сейчас же это еще каждые вот эти 200 это в карман Путину лично летит. Мы должны и тут сэкономить, надо ввести там и прочее, и прочее. И все, кто помнит историю, говорят, что все ограничения в Америке, там, ну, основные, вот эти комические там 35 миль там, или 30 миль, они все были введены во времена, там, я не помню, кризис, когда у них был топливный, там, 70-х там, годов, там, когда. И они были введены тогда именно с целью, значит, чтобы понизить там расход. Но
Мы же все знаем, это мы вводим, а потом обратно-то это все не работает. Вот. И тут дискуссии совершенно разные ведутся, и 15 градусов, и там что угодно. Но 15 градусов немцы и так, и англичане, там мне друг рассказывал, они и в обычной-то жизни, до всех кризисов. Например, в Англии в одном доме, там у меня друг остался ночевать, и в гостиной, а спальня на втором этаже. И ночью проснулся от того, что он не может согреться, вообще у него не попадает там зуб на зуб. А оказалось, что у них автоматически выключается отопление ночью, чтобы не тратить. И оно там, я не знаю, сколько он спал, там, в 6 градусах, там, в 7, там. Надо им наладить поставки оренбургских платочков, чтобы он потеплел. Платочков, там, чего. Спальных мешков. Спальных мешков, да. Вот, мешков, потому что не сработает же калорифер, да, он же электричество будет есть, а электричество тоже дорогое. Поэтому не знаю, они многие выкручивали, там, наши, там, московские, я не знаю, питерские, и любые, наверное, другие городские привычки дома ходить, как я там в шортах, в футболке, там, когда у меня зимой 24 градуса, и открывать окно, чтобы проветрить. И это здесь невиданная роскошь. Здесь обычно в домах зимой, в немецких, у них же отопление там зависит от потребления, вот, у них там, да, 18 градусов, это свитер, спортштаны, как говорится. В принципе, а что? Ну, можно и так ходить. Ну, но можно и в шубе. Мы так привыкли. Ватники, наверное, не очень удобно. А вот 18, там, свитерок, спортштаны, ну что, почему нет? Жилет спутник ему отправим всем, Сереж. У нас тепленький есть. Жилет спутник, да. Уж не знаю. Уж не знаю, что там, жилеты, там, у нас запрет на вещание, но вроде мы по логотипу не являемся организацией какой-то запрещенной, потому что, например, тут же в Берлине, в Нижней Саксонии и, по-моему, в Баварии демонстрация символа Z приравнена к, значит, экстремистской символике. Тебя может остановить полиция, оштрафовать и так далее. Уже были. А из алфавита они убрали в школах-то, не преподают? Z, там, O, V? Нет, а как? Я тоже мы с вами говорили на тему там вот этого законотворчества в различных странах. И мне кажется, что вот чиновников и законотворцов, давай так. Вот, и их где-то учат в одном вузе. Они сначала делают, потом думают. Вот оштрафовали тут в Германии байкера, у него там Z было написано. Говорит, ты чего? Говорит, а вот у меня здесь йод, потому что я Йоахим. А там у него Z, оно что-то там тоже. Нельзя. Какую нельзя, опять же, никто же не объясняет. Какую нельзя? Вот как это белой краской нарисовано, такую нельзя. Мальчика сегодня же. Можно я подкину немцам одну идею? Да, они все справятся, понимаешь? Мария, шикарная идея. С завтрашнего дня в Германии нельзя на улицах ходить в кроссовках New Balance. Потому что если посмотреть на них сбоку, буква N, она вот так, если повернуть, это будет Z. Конечно. А ты не знаешь, что, например, долгое время кроссовки New Balance считались в Германии дурным тоном, потому что там буква N, и их носили, по мнению многих, только нацисты. Естественно, я тебе могу больше про это сказать. Нет, ну это вот... Подождите, Зеня, у них же линейка целая, этот Z. Минуточку. Нет, Была такая замечательная контора под названием Хелен Хэнсон, в которой в Германии собирались в этой одежде собирались неонацисты. И потом, когда они прорюхали, что, собственно говоря, что это группа людей, и все одеты в Хелен Хэнсон, они быстренько начали это дело запрещать. А следующий смех был, когда как ты можешь его запретить? У меня халат был, это Хелен Хэнсон. Это единственное, что у меня было. Я не помню, откуда у меня появился. Но он был. Да. Кстати, до тебя я над этим не задумывался. Там над 88 я задумывался. А над что-то... Я тебе сейчас открою глаза. Значит, Мюнхен, футбольный матч, я иду в одежде Лонсдейл, меня останавливают. Говорит, на стадион мы тебя не пустим. Почему? Потому что НСДА. Нельзя. Это вот так. Но Лонсдейл был запрещен на стадионах, он запрещен, кстати, до сих пор. Торштайнер, мой любимый, запрещен на стадионах проходов футбольных. Да. А какого, собственно? Ну, короче, там есть куча марок, которые ты не имеешь права. Там. В Москве пускают, на обычные матчи, наверное, я не знаю, там какой-нибудь чемпионат мира могли принять эти правила, но вот эта борьба с марками, извините, сегодня я прочитал в новостях, был какой-то
раскладушка Samsung Z Flip. Я не очень силен в линейке Samsung. Теперь она называется просто Samsung Flip. Понимаете, Z нельзя. Ну, это уже бред, понимаете? И все, главное, в это весело так подыгрывают. А зоопарк как теперь называется? Зоопарк. Зебра. Зебра, нет, ну там ЦОУ стоит, ну как пишется так же по-английски, как ЗУ, да. Когда же Боно пел про берлинскую станцию зоопарк, вот эту песню свою «Zoo Station», да. Вот, пока ЗУ висит. Ну, я не удивлюсь, если оно там, например, будет ОО там, или я не знаю, как это читать. Ну, а альбом Зуропа придется переименовать тоже. Ну, я не знаю, но это реально какая-то клоунада. Сегодня же новость про эстонского мальчика, которого из детского сада договор расторгнули за то, что он пришел, у него здесь сбоку молния была выбрита, вот этот Z, а его и исключили из детского сада в Эстонии. А Opel тогда надо закрывать нахрен. Opel, да. Вообще. Про Opel... Вот, смотрите, важный момент. Вот Василий наш, Хантер МК-2, который работает в посольстве России в Коломбо, в Шри-Ланке, он пишет: роскошно, говорит, в Германии вы живете. Вот у нас на острове осталось топливо для электростанции на 3 дня. Электричество отключают на 13 часов в день. Вот так вот, ребята. Зато живут. передайте нашему слушателю, что в Коломбо, слава богу, у него есть уверенность в завтрашнем дне. Который... Потому что там социализм. Нет, который нет у других сотрудников советских заграничных учреждений, особенно в Европе. Потому что вчера, да. Конечно, я не к тому, что там все хотят там остаться, просидеть как можно дольше. Хочется вот то, что у меня нету сейчас. У меня нет никакого абсолютно, да, горизонта планирования. Если раньше мы там более-менее понимали, там тут работа, тут отпуск, тут туда-сюда, тут поехали так-сяк и так далее, то сейчас там в Россию слетать там, ну, через Турцию я могу, но есть вопрос, влечу ли я обратно. И я не удивлюсь, если я не влечу, да, мне могут сказать, в общем, все, у меня тут есть семья и ребенок, да. Соответственно, вчера там выслали, я не помню сколько там, Бельгия, Нидерланды. 40 с чем-то дипломатов всего. Да, к ним Чехия, там 40 с чем-то дипломатов. Значит, прибалты высылают. Ну мы ждем, а люди же, это там и работа, и семьи, и планы, и так далее. Вот, поэтому в Коломбо, дай бог, наш друг сидит в Коломбо, и там, по-моему, тепло. А я, пользуюсь, передам через Василия своему другу в посольстве в Коломбо привет. Ну так. Поэтому в этом плане хотя бы. Сереж, а что сегодня новости были, да, про Т-34-то? Это ты видел глазами своими серьезно, флагом Украины? Нет, своими глазами я не видел. Я видел несколько роликов, которые выкладывали там в различных группах. Не флагом Украины, это кто-то не поленился, прошу заметить. Мы все понимаем размер танка, ну так, примерно, да. Были сшиты в цветах украинского флага чехлы для танка. То есть они взяли... Значит, чехлы, да. Почему полиция говорит, что они не будут возбуждать никакого дела на эту тему? Извините. Потому что физический ущерб не нанесен. То есть они взяли, да, и как, ну не знаю, как сказать, как конфету, наверное. Наиболее похожее сравнение. Они взяли 2 танка, значит, затянули украинскими флагами. Ну, сделали такой перформанс. Мне очень странно это, да, потому что я там проезжаю, ну, наверное, не знаю, 3 раза в неделю, да, и последние разы я видел, что напротив дежурит машина полиции. То есть явно полиция взяла под охрану, понимая, что сейчас будет, да, там взято под охрану наше посольство. Ну вот, показываю. Вот, взята под охрану наше посольство, наверное, какие-то еще консульские учреждения. И напротив стояла всегда полиция. Вопрос, как они это сделали. Может быть, у полиции, как у всего в Германии, есть часы работы. То есть, может, он там, не знаю, с 10 там, до там, 6, а потом ушел. Вот. Суть по машинам, там, ну, это какое-то раннее утро, я полагаю. Вот. И да, люди, наверное, подъехали. Это же дело тоже не одной минуты, вот это все учудить-то. Надо, ну как, это минимум надо там несколько человек, чтобы это натянуть, там, это вытащить. Но, тем не менее, это было сделано там, где в Трепт-парке, где стоит монумент, там, известный, где солдат там спас девочку там с мечом и так далее.
Там они что-то флагами украинскими разрисовали. Ну, какие-то дела там они что-то заводят. Вопрос, что они будут расследовать. Вот я хочу позвонить в полицию, потому что мы месяц назад заявляли на тему там угроз. И просто послушать, что они сделали. И я думаю, что, скорее всего, я получу ответ, что, ну, тут мы, типа, а что, вам же дальше там не угрожали, там, и так далее. Я думаю, что они даже с этими товарищами, которые были известны, да, не провели беседу. Ну, вот я обязательно позвоню и спрошу. Нам наклеивали уже на дом улицы Владимира Зеленского. У нас в окна кидаются яйцами. Ну, такие перформансы пока. Слушайте, а вот вопрос... На участок кидают. Вопрос ведь такой, что теперь президента Украины это тоже надо переименовывать в Германии. Он теперь Еленский будет. Я не знаю, каким он будет. Потому нет, что Германия... нет, ведь тоже нельзя. Нет, да? То есть он Владимир и Еленский. Он, во-первых, пишется первое через Володимир, он пишется через W. Вот. А Зеленский в немецкой транскрипции, равно как и Мария Захарова, по немецким правилам транскрипции пишет с буквой «С», потому что первое «С» читается как «З». Поэтому неизвестному человеку можно подумать, что Сахарова, да, или Селенский, да, но поэтому они не через «З», они пишут через «С». Володимир Зеленский Штрассе, да. Но это моя коллега это успела отодрать, к сожалению, к моему. Я бы, наверное, даже не отдирал, я бы оставил. Все. Но наш коллега это успел до меня снять. Или переклеил куда-нибудь бы лучше. Вот, на памяти оставил. Но она выкинула, к сожалению. Но это опять же вопрос, что эти наклейки уже были напечатаны, да? Конечно. Вот, поэтому это все тут какие-то раздаточные материалы в школах, там еще что-то. Вот, русофобия несколько пошла на спад. Ну, на взгляд там мой, как говорится, более широкий, не в Германии, не в отношении нас, там, Спутника, там, моих коллег из RT. Там, и сегодня я читал в нашем телеграм-канале, что там во Франции личные счета сотрудникам что-то опять начали. Нет, я имею в виду, что, например, вот у моей дочери университет дал заднюю, да, и сказал, что ой-ой-ой, нас неправильно поняли, мы русских детей не отчисляли, мы взяли временно подумать, как мы будем оформлять визы, там, очень мне интересно, ну, бредятина, конечно, и явно они дали заднюю, когда эта тема вышла, потому что моя подруга из Reuters просто послала им официальный запрос с просьбой комментировать. Они ответили какой-то чушью, что они будут оказывать поддержку русским и украинским студентам. Но, видно, решили, что ну как-то совсем там с детьми воевать. Вот. И тут опять разродились какой-то штукой, что они брали паузу, подумать, как студентам, значит, там визы, еще что-то. Ну, это же бред, там, получили дети, которые там учатся, которые уже с визами, уже в Голландии, уже и так далее, да, уведомление об отчислении. А нам рассказывают потом вот какую-то такую вещь. Ну, в общем, на самом деле ситуация с этим военным конфликтом, там, спецоперацией, к нему же там по-разному относиться. Я уверен, что там все есть разные люди, есть кто-то это поддерживает, кто-то не поддерживает. Единственный там такой плюс от этого я вижу мощный, что все просто, как говорится, расчехлились, как это называется. Все показали свое веселое истинное лицо, да, если даже у меня, да, были какие-то иллюзии, я думаю, они были у многих, но у тех, кто тут там долго пребывает, там общается, были какие-то иллюзии у моих друзей, у которых были бизнесы за границей, те или иные. У них была какая-то иллюзия, что есть какое-то главенство закона, есть какие-то вещи, что что-то там в любом случае, даже какая бы там политическая воля ни была, это все должно быть по решению суда, ты можешь как-то это все делать. То сейчас нет. Сейчас этого ничего нету. Поэтому в этом свете мне очень забавляют высказывания там Хабика, тоже один из наших самых ярых поклонников, там, как России, так и спутника Сорти, это один из лидеров «Зеленых», который благодаря этой коалиции, набрав 15%, там, даже меньше набрали, они получили там несколько министерских постов в силу того, что нужно было вступать в коалицию. И они самые и зеленые, еще там одна партия, но я бы сказал даже зеленые, самые мощные выгодоприобретатели вот этого кризиса избирательного в Германии. Но не суть, он, значит, сейчас министр
скажу. Экономики и охраны окружающей среды, по-моему. На мой взгляд, является странным симбиозом. Но, тем не менее, он, значит, заявил, что платеж за рубли, значит, не предусмотрен контрактом, и как это Россия себя так ведет. Я не буду говорить о высоких материях, там, о том, что у нас там заблокировали резервы, там, еще что-то. Интересная песня. Нельзя, оказывается, нарушать контракт. А вот компания Adobe европейская, значит, которая отозвала у нас оплаченные лицензии и не возвращает деньги. Это у нас что? Это не нарушение контракта. Более того, это даже не санкции. Это их личное решение. Или там компания BMW. Это что мои друзья мне говорят, что они в Москве отказываются проводить их дилеры официально гарантийный ремонт, потому что BMW не поставляет запчасти. А это у нас каким боком? Причем, по-моему, BMW не под санкциями. Там какие-то есть, по-моему, санкции, запрет поставки машин дороже там 50 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Да. А запчасти что? Ну, машины не поставляй, ну ты же уже продал, ты же официально их продал. Да. И так далее. Сервис обязан оказать. Да, и тут, значит, нет, сервис обязан оказать наши, у кого ты купил. Вот в этом самая коллизия. То, что сейчас все говорят, а подавайте в суд. На кого? На дилера? Он-то при чем здесь? Можно на него подать, можно его разорить. Дальше что? Что, легче станет? Это же BMW не поставляет запчасти. Вопрос же не в этом. Эти не поставляют. Siemens сказал, что не будет поставлять, значит, запчасти для, по-моему, вот эти Москва-Питер. Это Siemens. Сапсаны. Да, по-моему. Вот, для них не будет. Тоже, но тут-то же... нам нет, тут-то нам сплошная малина. Потому что мы по вагоностроению, вагоноремонту одни из мировых лидеров так-то. Вот, просто у нас не было задачи построить эту хрень, потому что нам спокойно оставались. Двигатель нужен. Я тебя уверяю, за 2 года эти сапсаны пойдут строго нахер. Вопрос не в этом, вопрос в том, что, значит, все теперь абсолютно, да, и я уже говорил, с закрытием счетов мне никто не может объяснить, на каком основании у меня заблокирован счет. Мой личный, не целиком, а частично. Счет компании. Они просто не отвечают на письма. Если ты им звонишь или приходишь на встречу, они говорят, ой, у нас нет информации, другой офис с вами свяжется. Все, вот месяц. Ничего. Наверное, надо брать юриста, там как-то, я не знаю, идти, писать там. Но они прекрасно понимают, что у меня счета заблокированы и не бездонны, да. Мне еще там по 400 евро в час юристам, как-то так. И в итоге вот эта вот полнейшая вещь, там у каких-то бизнесменов блокируют. Мне нравится новость, значит, арестована яхта, значит, в Британии бизнесмена, пока еще не находящегося под санкцией. У меня рождается вопрос, собственно, а почему? На каком основании она арестована? Что это значит? Сереж, спасибо тебе огромное. На самом деле у нас сейчас просто следующий гость будет с Трофимом. Ты там давай держись за нас. Нет, я-то держусь. Более того, меня это начинает уже как-то довольно-таки злить. Я уже не то, что держусь, а скорее мощно злюсь. И думаю на тему, как говорится, ответных шагов и ударов. Вот, поэтому и я надеюсь, что, как говорится, и за рубли, потому что они пока не готовы. Но вот мне интересно это будет. Потому что наши сказали, мы не будем поставлять, а те говорят, а мы не будем платить. Но вот мы сейчас встанем в такой клинч и посмотрим. Причем обоим сторонам отступать назад, да, это потерять часть лица. Западло, вот по-русски это называется. Да. По-хорошему, да. Но у этих заводов станут, а у нас вроде лицо потеряет. Тут, как говорится, не знаю. В общем, Сереж, спасибо огромное. Держитесь там. Всем привет. Ну, мы-то в рублях, нам проще. Спасибо огромное. Да. Я все прочитал, все, что было. Вот. Спасибо тебе большое. Увидимся тогда в ближайшее время. Давай, надеюсь, увидимся. Да. Если нас тут, как говорится, не объявят новые санкции, как говорится, не скажут все журналисты-шпионы, как про нас писали, и посадят меня на зиндан, а потом вы меня будете менять. Ну, надеемся, до этого не дойдет, поэтому давай возвращайся. Я тоже надеюсь. Давайте, удачи.